Всем привет! С вами Наташа Васильева. Это мой YouTube-канал и подкаст «Сразу в президенты», где мы обсуждаем вопросы иммиграции и поиска работы. И на тему сегодняшнего видео меня натолкнул вопрос моей подписчицы, которая в видео про то, как быть женщиной в мужском коллективе, спросила, насколько вообще в Америке и на Западе дискриминируют по возрасту. Можно ли, допустим, в 40 или 50 лет начать карьеру с нуля? И спасибо большое за этот вопрос, потому что, когда я начала о нем думать, я поняла, что у меня нету вот такого прям однозначного ответа. Точнее, у меня есть однозначный ответ, но я вижу, что довольно много чего можно по этому поводу сказать, довольно много пояснений и оговорок можно к какому-то однозначному ответу дать, и все это вылилось в отдельное видео. Поэтому сразу, пользуясь случаем, я хотела бы сказать огромное спасибо всем, кто подписывается, ставит лайки, а также пишет комментарии, потому что ваши истории мотивируют меня, ваши вопросы заставляют меня задуматься о вещах глубже, чем я о них думала раньше, и в том числе дают мне идеи для видео. Спасибо огромное. А сейчас давайте начнем с темы эйджизма, насколько она вообще существует на Западе. Самое первое, что я хотела бы сказать, это то, что вот этот возраст 40-50 лет, который содержался в вопросе, это небольшой возраст на Западе. То есть, например, в Америке пенсионный возраст — это 67 лет. И если человек, допустим, в 50 лет начинает профессию с нуля, у него есть 17 лет на то, чтобы развиться там. И это, в принципе, большой срок. За 17 лет можно построить блестящую карьеру. И более того, я могу сказать, что это не редкость. Я вижу реальных людей среди своих коллег или среди друзей, среди какого-то нашего круга общения, которые именно так и делают, которые начинают карьеру с нуля в 40-50 лет. И люди это могут делать по большому количеству разных причин. Например, это могут быть иммигранты, которые переехали и поняли, что их профессия не котируется в новом месте. Либо это могут быть люди, которые уходили из профессиональной среды на долгое время. Например, они поработали какое-то время после университета, затем они завели семью и детей. Когда они завели детей, они поняли, что они, возможно, хотят меньше работать, больше времени проводить дома, и они ушли заниматься консалтингом или фрилансом и работать не полный день. А после того, как их дети вырастают и уезжают в колледж, им становится грустно, одиноко, им нечем заняться в освободившееся время, и они возвращаются обратно в профессиональную среду. И они могут как возвращаться в ту должность, с которой они ушли, лет 15 назад, допустим, когда их дети были маленькими, либо они могут возвращаться вообще во что-то новое. Они могут пройти какие-то курсы и попробовать себя в другой профессии. Но бывают и другие варианты. Иногда людям просто надоедает то, чем они занимаются, и они хотят поменять профессию. То есть я вижу, что это не редкость 2 или 3 раза в жизни вообще кардинально менять сферу деятельности. Это может быть либо какое-то хобби, которым человек увлекался в детстве, а сейчас у него уже есть какая-то финансовая подушка, и он решает, почему бы и нет, почему бы не попробовать заниматься тем, чем он хотел заниматься всю жизнь. Либо просто работа может надоесть. То есть вот это я сама прекрасно понимаю, потому что я человек, который не может заниматься одним и тем же, я не знаю, больше нескольких лет. Мне всегда хочется чего-то менять, мне всегда хочется узнавать что-то новое. И более того, допустим, я не специалист в том плане, что позанимавшись одним и тем же, допустим, 2 года, мне не хочется дальше углубляться в эту тему. То есть, когда я достигаю какого-то хорошего уровня для себя в этой теме, мне хочется переключиться на что-то новое. Мне неинтересно углубляться прям в самые мельчайшие детали. На самом деле, я в себе эту черту не то чтобы очень сильно принимала долгое время. Я думала, что я какая-то не такая. Более того, допустим, мой отец мне говорил, что специалистом быть классно, нужно вникать во все, нужно углубляться, нужно проводить много лет, занимаясь одним и тем же, и вот тогда ты достигнешь мастерства, и тогда ты станешь суперспециалистом.
специалистом. Однозначно такой путь есть, но я вижу, что здесь есть и другой путь. Если вам не нравится то, чем вы занимаетесь, вы переключаетесь в другую должность. Может быть, какая-то смежная должность, а может быть вообще что-то абсолютно иное. Иногда люди идут и получают в середине жизни новое высшее образование. Либо магистерскую степень, либо вообще с нуля идут учиться на бакалавра на другую специальность. Ну, естественно, если им позволяют их финансы это сделать. А помимо этого есть еще куча всяких вариантов. Допустим, люди уходят в sabbatical. Люди зарабатывают деньги, а потом они их тратят несколько лет, они просто путешествуют по миру, радуются жизни и, нагулявшись, возвращаются обратно в профессиональную среду. Или занимаются хобби, или пишут книги и так далее. В общем, вариантов масса. Я помню, что когда я росла, мне как-то... Не то чтобы мне кто-то вот конкретно это рассказывал, но вокруг все общество транслировало такую идею, что вот ты маленький, ты идешь в школу, ты отучился в школе, после этого там в идеале ты поступил куда-то в какой-то колледж или в университет, ты получил свое образование, ты получил какую-то профессию, ты идешь работать на работу по этой профессии, и вот потом всю жизнь, там, с каких-нибудь 20-22 лет, когда люди оканчивают университет, до там выхода на пенсию, я не знаю, там в 60 с лишним, ты вот работаешь в этой профессии, и все. У тебя жизнь, по сути, устаканилась вот там в 22 года, когда ты нашел первую работу. Потому что дальше тебя просто продвигают по карьере, и все. Здесь я вижу огромное количество абсолютно разных вариантов. Естественно, есть люди, которые придерживаются этого пути, но помимо этого есть масса других возможностей. И да, возвращаясь обратно к вопросу о возрасте, люди живут довольно долго. И чем дальше, тем дольше люди начинают жить. И чем больше развивается медицина, тем дольше люди начинают жить в дееспособном, в трудоспособном состоянии, когда у них еще есть закал, когда у них еще есть мотивация что-то делать. И поэтому возраст, в котором люди выходят на пенсию, он все растет. То есть официально он 67 лет, но я прекрасно вижу людей, которые в 70 лет работают, просто потому что им это нравится. Возможно, они уходят куда-то в консалтинг, или они начинают работать не полный день. Но огромное количество людей вокруг работает. Ну да, вот у нас президент 80 с лишним лет. И если честно, кто бы что ни говорил, мое личное мнение, он прекрасно выполняет свои обязанности для своего возраста. Теперь по поводу дискриминации. В Америке, и мне кажется, в большинстве других западных стран, есть законы о недискриминации. То есть это нелегально дискриминировать кого-то по возрасту. Точно так же, как по его гендеру, по его расовой принадлежности, по его сексуальной ориентации и массе других вещей. И могу ли я утверждать, что это исполняется в 100% случаев? Однозначно нет. Однозначно есть моменты, когда людей дискриминируют. И я могу сказать, что чаще, наверное, по моему собственному ощущению, я не знаю статистики на этот счет, так что если вы знаете статистику, напишите в комментариях. Маленькие компании дискриминируют чаще, чем большие. И происходит это потому, что, как я говорю, есть закон о дискриминации, и раз есть такой закон, значит, если вас дискриминировали, вы можете подать на компанию в суд. И маленькие компании, во-первых, чуть меньше дорожат своей репутацией часто, а во-вторых, они понимают, что человек с намного меньшей вероятностью пойдет подавать на них в суд. Потому что если вы, допустим, подаете в суд на Amazon, вы можете отсудить себе огромные деньги. И для Amazon это будет репутационная потеря, которая будет стоить компании намного больше, чем та компенсация, которую они заплатят человеку, которого они дискриминировали. Ну и человек получит вполне себе внушительную сумму денег. Маленькие компании не обладают такими капиталами. И, соответственно, если их засудят за дискриминацию, возможная компенсация, сумма возможной компенсации будет намного меньше. И репутационные потери тоже для них, возможно, будут не такими существенными, потому что маленькую компанию можно закрыть и открыть новую. Если мы говорим про большие компании, опять же, мне многие могут возразить, что можно дискриминировать по возрасту, не говоря об этом напрямую, правильно? То есть всегда можно найти какую-то причину, по которой отказать человеку. Более того, компании не обязаны разглашать причины, по которым они вам отказывают на интервью. И да, то есть они могут дискриминировать вас по возрасту,
возрасту, а сказать, что они просто взяли другого кандидата, и вы им не подошли. Мне сложно поспорить с этим аргументом, но я могу рассказать о своем собственном опыте интервьюера в Амазоне. Любой интервьюер проходит курсы, и среди этих курсов достаточно большое количество времени уделяется недискриминации. И что говорят эти люди? Это то, что у любого человека есть то, что мы называем cognitive bias, то есть какие-то когнитивные искажения. Искажения эти состоят в том, что когда человек видит кого-то похожего на него самого, на подсознательном уровне у нас возникает симпатия. Будь то человек, который приехал из той же самой страны или говорит на том же самом языке, или человек, который ходил с вами в один и тот же университет, или человек примерно одинакового с вами возраста, или человек такого же пола, или человек, который имеет сходные интересы и прочие вещи. То есть здесь огромный аспект каких-то мельчайших сходных моментов, которые могут у нас подсознательно вызывать симпатию. Точно так же есть огромная масса вещей, которые подсознательно могут вызывать у нас антипатию. И вот, собственно, амазоновские интервьюерские курсы учат отлавливать такие вещи и не делать никаких суждений на основании этих вещей. То есть, когда я принимаю решение о том, что нравится мне кандидат или нет, считаю ли я, что он подходит как будущий сотрудник Амазона или нет, я должна основываться исключительно на фактах о его предыдущем опыте и о его навыках. И это то, чему учат, это то, как, допустим, интервьюирую я, но более того, я рассказывала в отдельном видео, как проходит процесс интервью в Амазоне, я оставлю ссылку здесь, вы можете послушать. И вот последним этапом интервью, перед которым человека принимают на работу, является панельное интервью, когда 5-6 сотрудников Амазона отдельно интервьюируют человека по часу, а после этого они встречаются на то, что называется дебриф, обсуждение, когда каждый интервьюер приносит свои аргументы, приносит свое мнение, считает ли он, что кандидат подходит или нет. Причем в Амазоне это по амазоновским лидерским принципам, то есть у каждого человека есть свои лидерские принципы, и вот он приходит и говорит свое мнение, подходит ли человек по такому-то лидерскому принципу для работы в Амазоне. И на этом обсуждении человек не просто высказывает свое мнение, подходит или нет, он его аргументирует. И он аргументирует его на основании краткой выжимки из примеров, которые кандидат рассказывал на интервью. И вот здесь, если честно, сколько может быть, 20-30 раз я уже интервьюировала в Амазоне, и я ни разу не видела человека, который бы сказал в своих аргументах что-то не объективное, не напрямую связанное с амазоновскими лидерскими принципами, критериями оценки и критериями на конкретную должность. Я говорю, я никогда не была в ситуации, когда человек привел какие-то другие аргументы, допустим, связанные с возрастом, а мы интервьюировали людей, которые, я не могу сказать их точный возраст, потому что мы никогда не знаем их возраст, потому что это невозможно спрашивать. Но люди 50+ однозначно были среди кандидатов, которых я сама лично интервьюировала и после этого участвовала в обсуждении их кандидатуры. И мне кажется, что даже если бы кто-то из интервьюеров упомянул в своем рассказе какое-то суждение, которое могло бы быть расценено как необъективное, я думаю, что другие интервьюеры немедленно бы ему об этом сказали. Опять же, мой опыт ограниченный. То есть я работаю в Амазоне 2,5 года, примерно столько же я живу в Америке, но я общаюсь с довольно большим количеством людей, и то, что я говорю, основано не только на моем опыте, но и на опыте людей, с которыми я работаю, дружу и так далее. Но, опять же, если вы сталкивались с чем-то противоречащим тому, что я рассказываю, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Это очень интересно и мне, и моим подписчикам. Но сейчас я подхожу к еще одной очень большой и очень важной, на мой взгляд, теме, с которой я сталкиваюсь часто, допустим, когда люди присылают мне резюме посмотреть и прокомментировать. Кстати, да, я действительно этим занимаюсь на волонтерских началах, так что если у вас какие-то есть личные вопросы, пишите мне в соцсети, они все в описании канала есть. Я с удовольствием общаюсь с людьми в личке в том числе. Так вот, когда люди, которые считали, что их, скорее всего, дискриминируют по возрасту, присылали мне свое резюме, я скажу так, наверное,
в 80-90% случаев было что-то не так с их резюме. И что я подразумеваю под что-то не так с резюме? Очень часто люди, которые имеют огромный опыт работы, ну там, допустим, 10 плюс лет работы, 20 плюс лет работы и больше, они могут быть переквалифицированы на какую-то конкретную позицию, на которую они хотят подаваться. Допустим, очень частотный случай, максимально частотный случай — это когда человек новый иммигрант и приезжает и хочет вернуться обратно в свою профессиональную сферу. И такие люди часто выбирают вакансии, которые требуются, допустим, 3-5 лет опыта работы, иногда 5-8 лет опыта работы. То есть позиции среднего уровня. И что я имею в виду, это то, что количество опыта работы, которое требуется на конкретно эту профессию, намного меньше, чем количество опыта в их резюме. Ну, то есть если у вас, допустим, там на 2 года опыта работы больше, чем требуется в вакансии, это нормально. Но если у вас там на 10 лет, на 20 лет опыта работы больше, чем требуется на конкретную должность, это уже red flag. То есть, как бы вроде как вы же квалифицированы, да, почему бы вас не взять? Но когда HR будет обрабатывать ваше резюме, он подумает, что человеку с таким огромным опытом, как ваш, будет скучно на этой позиции. И он не поймет, почему вы вообще подаетесь на эту позицию. Но обычно люди подаются на такие позиции не просто так, у них есть основания, потому что они видят, что на позицию выше они не могут подаваться. И не могут они подаваться на позицию выше, потому что у них нет релевантного опыта. Потому что тот опыт, который у них был в другой стране, он как бы частично релевантен к тому, что здесь, но не полностью. То есть, допустим, в своей стране они выполняли огромное количество задач, которые абсолютно не нужны здесь. И только часть их должностных обязанностей будет применима в Америке. И поэтому они, допустим, не могут подаваться на позиции senior уровня. Так вот, что я советую делать людям в таких случаях? Писать в резюме только релевантный опыт. Весь опыт, который не подходит на позицию, на которую вы подаетесь, пожалуйста, убирайте его из резюме. Я прекрасно понимаю, что это может быть психологически очень сложно. Вы работали 20 лет, и вы должны 15 из них выкинуть из резюме. Да, это неприятно, но только так вы найдете работу. Что писать, допустим, что релевантно, а что нет? Единственный совет такой общий, который я могу дать всем: смотрите вакансии. То есть наберите себе пул из 5 вакансий, которые вам нравятся. Смотрите, что у них написано в секции Job Description, в описании вакансии, и выбирайте только тот опыт, который соответствует тому, что они там пишут. Более того, не надо переписывать слово в слово, не надо переписывать это казенным языком. Пишите своим языком и добавляйте как можно больше деталей туда. Детали делают резюме правдоподобным. Детали и цифры. То есть вы можете написать, в какой конкретно команде вы работали, над каким конкретно проектом вы работали, какие-то цифры результирующие, там, проценты увеличения продаж, я не знаю, или в долларовом выражении, там, часы работы сэкономленные для других специалистов и прочее. В общем, в резюме должен быть только релевантный опыт, как можно больше деталей, и количество лет работы должно примерно соответствовать требованиям в вакансиях, на которые вы подаетесь. Это одна ситуация. А вторая ситуация, когда человек понимает, что его должность, на которую он работал раньше, или его профессия в принципе неприменима в новой стране. И человек учится чему-то с нуля. И после этого начинает работу, допустим, искать работу в 40-50 лет в абсолютно новой для себя должности. И я могу сказать так: искать работу в должности, в которой у вас нет опыта работы, сложно в любом возрасте. Неважно, вы молодой специалист только после университета, или вы, допустим, иммигрант, который приехал в 50 лет и получил новую профессию, или вы остались даже в своей стране и просто поменяли профессию. Всегда это будет очень сложно. И здесь, что, допустим, делают молодые специалисты, они ищут какие-то internship, либо волонтерствуют, либо пишут в резюме учебные проекты. И учебные проекты прекрасно подходят в резюме. Никому не важно, платили ли вам деньги за то, что вы делали, если вы делали релевантные вещи для
вашей новой профессии, то люди, которые, допустим, поработавшие уже с опытом, они вполне могут вписывать свой предыдущий опыт, даже если он был в другой профессии. Если вы делали в другой профессии что-то, часть ваших обязанностей может быть релевантна к вашей новой профессии, не выкидывайте их, пишите их в своем резюме. Но, опять же, выкидывайте все ненужное, оставляйте только нужное. Тоже меня часто спрашивают, если у меня, допустим, в договоре была такая-то должность, да, но я там, не знаю, допустим, я был сейлс-менеджером, но иногда я делала аналитику, да, и, допустим, теперь я хочу стать аналитиком. Могу ли я писать свою должность как должность аналитика предыдущую, или я обязан писать как в договоре? Нет, вы не обязаны писать как в договоре. Если вы подаетесь на аналитика, вы можете переименовать свою старую должность в аналитика, если у вас будет достаточно для этого буллет-поинтов. То есть, если у вас будет хотя бы 3 буллет-поинта написать о той должности именно как об аналитике, переименовывайте свою должность, ни о чем не думайте и пишите это в резюме. Ну, возможно, если вы дадите с той работы реферал, и этому рефералу позвонят, а рефералам обычно звонят уже, когда вам оффер готовы дать. Ну, вы можете предупредить этого человека, что вы поменяли должность, чтобы он имел это в виду. И этот человек может спокойно сказать, допустим, если ему позвонят из компании, что да, вы были сейлс-менеджером, но в то же время вы, да, занимались аналитикой, да, работали на таких-то проектах. Это будет абсолютно нормально. Вот. И опять же, учебные проекты. Если вы во взрослом возрасте переучились на новую профессию и делали там какой-то проект, не бойтесь указывать его в резюме. Я оставлю ссылочку в описании на видео, где я разбирала подробно резюме, но сейчас вкратце просто скажу, что когда вы пишете про учебный проект, это то же самое, как когда вы пишете про свою работу. Не бойтесь добавлять как можно больше деталей, это только вам в плюс. И не забывайте добавлять результаты. Не забывайте добавлять хотя бы несколько слов о том, зачем был этот проект. То есть на какой вопрос вы пытались найти ответ. Или какую задачу, какую потенциальную бизнес-задачу вы решали. Я понимаю, что это учебный проект, я понимаю, что там не было реальной бизнес-задачи, но вам нужно написать об этом так, как будто вы делали его для компании, как будто вы делали его, будучи в этой должности. На этом, я думаю, все, что я хотела бы сегодня сказать. Напоследок я только хотела рассказать об одной истории, которая в свое время меня очень вдохновила. На своем канале Silicon Valley Voice Михаил Портнов как-то рассказывал об одной из своих учениц. Михаил Портнов — это владелец крупной школы тестировщиков в Силиконовой долине. И огромное количество его учеников — это новые иммигранты, которые по какой-то причине не могут найти работу по профессии и переучиваются в профессию тестировщика. И как-то Михаил рассказывал о женщине, которой было 70 лет, когда она пришла к нему учиться, или даже больше 70 лет. И Михаил говорил, что в тот момент у них вообще было ограничение по возрасту для студентов, и ограничение было в 55 лет, потому что они боялись, что после 55 лет люди уже не настолько мотивированы учиться чему-то новому, и у них уже не так много времени осталось, чтобы построить профессиональную карьеру. Но эта женщина пришла к нему и наврала. Она сказала, что ей 55 лет, насколько я понимаю. И Михаил сказал, что у него были какие-то сомнения, но он поверил, потому что она действительно неплохо выглядела, и у нее светились глаза, она была полна энтузиазма, и он подумал, почему бы и нет. И она отучилась у него в школе, и в результате она нашла работу, она построила карьеру. Я не помню, он говорил, до скольки лет она работала, но я помню, что не меньше 10 лет она продолжала работать. И причем это, насколько я помню, была женщина, которая абсолютно одна приехала в эмиграцию. Я не знаю, по какой причине, но да, в свое время просто эта история заставила меня поверить, что если у человека есть мотивация, если человек хочет чего-то добиться, он может это сделать в любом возрасте. К сожалению, мне кажется, что есть страны, в которых это не так. Наверное, не во всех странах это так. Я думаю, что есть страны, в которых сложившаяся корпоративная культура довольно запретительна для людей
после какого-то возраста. Даже если они очень хотят, даже если они полны энтузиазма, есть страны, в которых их не возьмут на работу. К сожалению, это так. Но США, и я думаю, что Европа, Западная Европа особенно в том числе, это не такие страны. Здесь действительно возможно все. И если вдруг у вас не получается, если вдруг вы считаете, что вас дискриминируют из-за возраста, пишите. Я с удовольствием с вами пообщаюсь, и честно вам могу сказать, в подавляющем большинстве случаев проблема будет в чем-то другом. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что я рассказала вам сегодня что-то полезное. Пишите, пожалуйста, ваши мысли, ваши истории, ваши вопросы в комментариях. Я каждый раз очень рада и отвечаю всем. Спасибо большое. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.